Всем привет, с вами Елена и это канал Вот бы мне. Друзья, как вы знаете, с 1 октября победители лотереи Green Card DV 2022 начали официально проходить собеседование на получение иммиграционной визы. Как вы все наверняка знаете, есть очень много факторов, которые влияют на то, когда назначат собеседование именно вам. В обычные годы, еще несколько лет назад, когда посольства работали в нормальном режиме, а глобальная пандемия коронавируса не захлестнула весь мир, примерную дату собственного интервью можно было предугадать заранее, отталкиваясь от вашего номера кейса, от данных в визовом бюллетене и от среднего темпа работы посольства США в конкретно вашей стране. Но с апреля 2020 года, после вступления в силу трамповских прокламаций, все пошло не по плану, и работа посольств в полной мере не восстановилась и до сих пор. В этом видео я хочу рассказать про визовый бюллетень, данные из которого будут важны и актуальны даже несмотря на все нюансы и проблемы с неработающими или очень медленно работающими посольствами. Выходит визовый бюллетень на сайте Бюро консульских дел США раз в месяц, и ссылку на него я, как всегда, оставлю в описании. А цифры в этом бюллетене напрямую зависят, смогут вас даже теоретически позвать на собеседование в этом месяце или нет. Так, например, открыв визовый бюллетень на октябрь, мы видим, что для Европы на данный момент стоит цифра 2300, для Азии 1400, а для Африки 2675, за исключением Египта, Ирана и Непала, для которых свои отдельные цифры. Эти цифры означают, что получение визы в октябре будет доступно только тем, чей номер кейса ниже указанного в бюллетене. То есть, если ваш номер, например, 3000, вас точно не вызовут на интервью в октябре. Но, к сожалению, это вовсе не означает, что если ваш номер ниже 2000, то вы точно получите приглашение. Тут-то все и будет зависеть от других факторов. А это и дата заполнения формы DS-260, и дата запроса и проверки сканов, и самое главное, скорость работы определенных посольств, с которой сейчас практически по всему миру большие проблемы. Например, посольство США в России до сих пор не работает и вряд ли заработает в ближайшее время, а потому независимо от того, какой у вас номер кейса, в России на интервью вас не вызовут. В таком случае поможет только решение о переносе своего кейса в страну, где посольство работает, но это тема для другого видео, и мы поговорим об этом позже. Похожая ситуация и в Узбекистане, где весь прошлый год посольство США в Ташкенте не обрабатывало кейсы победителей прошлогодней лотереи и только в последние 2 недели разослало несколько десятков приглашений на скорую руку. Как они будут работать дальше и будут ли задерживать выдачу виз, известно только им. Кстати, в октябрьском бюллетене также можно найти данные и на ноябрь, если промотать страницу немного вниз. И как мы видим, это 5300 для Европы и Африки и 2700 для Азии. На всякий случай скажу, определить, к какому региону относится ваш номер кейса, можно по буквам в вашем case number. Вот перечень регионов и сокращений для вашего удобства. Кстати, по ссылке в описании можно будет посмотреть не только бюллетень на октябрь, но и все бюллетени для предыдущих лотерей, если вам интересно более подробно ознакомиться с этим вопросом и понять динамику, с которой могут меняться цифры. Данные будут обновляться ежемесячно, а значит, такое видео для вашего удобства мы будем выпускать сразу после выхода нового бюллетеня. Пишите в комментариях, какую информацию в таких видео вы хотели бы услышать в следующий раз, и мы обязательно учтем все ваши пожелания, конечно, если они будут соответствовать тематике видео. Весь прошлый год мы активно освещали все новости для победителей лотереи DV 2020 и DV 2021. Теперь будем заниматься и новостями для DV 2022. И могу с уверенностью сказать, что мы одни из лучших в своем деле и выпускаем все новости максимально оперативно. Нашу работу оценили уже более 10 тысяч человек, и мы постоянно развиваемся, улучшая качество контента и скорость обработки данных. Ну а на сегодня все, друзья. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.